Привет всем! Вот, как видите, утка оседлала кормушку для маленьких птичек и собирает семечки. Это где-то 6,5 минуты на 6:30. В этом видео будет подробно. Сюжет про это, съемка редкая. Я чудом успел там схватить камеру. Вот, она устроилась всерьез и подобрала там все, что было. А кроме того, будут вести с полей. А мы с вами посмотрим котика Вилли, который отдыхает под кустом. Посмотрим рыбаков. Ну и я кое-что расскажу про нашу поездку в Вену и про автомобили. Итак, это у нас Австрия, Каринтия, озеро Осиах, где мы проводим наш дачный карантин. Ну, в компании котика, уток, лебедей и прочих. Кота Вилли обязательно посмотрю. Ну, как вы знаете, лебеди у нас, видимо, выводят птенцов. Их пока нет, давно не приходили. Мы их ждем, в общем-то, со дня на день. В их отсутствие утки тут развели активную деятельность и вот включительно стали объедать маленьких птичек. Ну, мы с вами это подробно посмотрим. 6 минут 30 секунд, не забудьте. Что значит по поводу нашей поездки? Мы в какой-то момент заметили, что нам, в общем-то, и одевать толком нечего, и приборов кое-каких не хватает. Например, машинки, которые можно стричь волосы. И так далее, и так далее. Все это осталось в Вене, где мы проводили зиму. И почему это там осталось? Потому что мы, в общем-то, приезжаем, мы планировали приехать, привезти кота, побыть недельку, потом еще раз съездить в Вену специально за вещами. Ну, там, сказать, мы не ожидали, что нагрянет вот эти ограничительные меры, карантин, и нас, в общем-то, зафиксирует здесь, в Каринтии на озере. Что и произошло, и у нас просто не было варианта. Вот мы сидели, потом с начала мая стали ослаблять карантинные меры, ослаблять вот этот режим самоизоляции. И мы погрузились на машину и поехали. Вот смотрите, утки, они нон-стоп. То есть они оказались назойливее лебедей гораздо. То есть дело в том, что они живут тут же в камышах, ну скажем так, ночуют, спят. Им далеко ходить не надо. Лебеди, они в заповеднике, они на ночь уплывают, там, им далеко плыть, там полтора километра. А утки, они на месте. Поэтому они фактически целый день и там вечером, с утра они все время на участке. У меня есть съемки, как-нибудь размещу. Из спальни смотрим, а они просто за окнами спальни там лежат на траве. Но больше всего их, конечно, привлекает, ну, во-первых, вход из террасы в дом. Они там нас ждут, что намекают, давайте сходите с нами. И кормушка. Они распробовали семечки им очень понравились, и они там постоянно проводят время. Ну, включительно вот этот акт вандализма, который мы посмотрим, когда утка взгромоздилась просто на саму кормушку. Сирень расцвела. У нас все, там сказать, высажено, посажено. В этом году обошлось без новых растений, потому что за ними надо было ездить в садовые вот эти хозяйства. Они все или закрыты, или, ну, это просто сейчас, ну, не самое лучшее время, вот эти карантинные дела. У нас в Каринтии, на всю Каринтию население там больше 600 тысяч, осталось 10 заболевших на сегодняшний день. То есть не заболевших, а 10 человек, у которых есть инфекция. Нет никого в интенсивной терапии, нет никого в госпитале. В общем-то, ну, постепенно в Австрии как-то все это затихает. Ну, главное, чтобы не устроили потом какую-нибудь новую волну. Как видите, рыбаки повыползали, то есть официально рыбалка разрешена, все, и лодок полно. Ну, как раз вот сидим на террасе, я периодически камеру вынесу и приближаю, смотрю, кто там веслами под зонтиком гребет. А это, смотрите, это через окно кухни я снимаю как раз площадку, там, где кормушка во дворе. И вот с кормушки
падают вниз семечки. Смотрите, утки ходят, собирают семечки там. Ну, вот это место вам хорошо известно, там котик Вилли на мышу охотится, который тоже за семечками выходит. Это я и ссылку давал, видео есть на канале. Вот. Ну, птички такие симпатичных расцветок. Мы покупаем им в основном семечки и колотый арахис. Вот. Все остальное им не очень нравится. И их такой щебет. Вообще очень звук, если прислушаетесь, во многих роликах есть просто вот это постоянное пение. Здесь дроздов мало на этой стороне, на другой стороне озера в доме у нас дрозды были, постоянно там такие трели выводили просто. А здесь какие-то мелкие вот эти синички что-то вот поют, и тоже очень-очень весело. Вот, видите, ходит, собирает. А вот этот дождь, они под дождем-то это все вытворяют. Котик Вилли стоит обычно вот на кухне и через окно на них смотрит, любуется. Вот. Ну, сейчас мы подождем и посмотрим на саму вот эту акцию. Вот, я как раз во дворе стоял, разговаривал. Вот, стоял, разговаривал. Тут смотрю, она прилетает, вот, невзирая на меня. Просто сверху садится, там такой пятачок красный, крышка маленькая деревянная, она на эту крышку садится, вот, и как раз у нее, нагнувшись, клюва хватает, чтобы со дна кормушки собирать семечки. И вот она просто вот шурует там, подчистила вообще все. Я потом посмотрел, чисто. То есть она, так сказать, подошла к решению вопроса принципиально, кардинально. При этом селезень снизу, вот селезень, у нее такой валенок. Вот утка, она такая деловая, смелая, креативная. А селезень такой, он боится, его вот лысуха гоняет. И вообще он как-то вот такой, ну, валенок, одним словом. А это, смотрите, красотка, что вытворяет. Просто прелесть. Я снимал без штатива, с руки, сказать, уже вечер, это уже темно довольно. Думаю, надо подписаться. Ну, котик Вилли вам напомнил, чтобы не забыли подписаться, кто не подписан, включите колокольчик, уведомления. Потому что до сих пор в комментариях многие пишут, задают вопросы, явно, что люди пропустили, несколько месяцев, не смотрели. А как-то, ой, давно вас не было. Ну как давно не было? У меня ролики выходят 2 или 3 в неделю. Он говорит, вас давно не было. Это вас давно не было. А я на месте. Итак, мы решили поехать в Вену, забрать наше там барахлишко, чтобы было что одеть. Ну, плюс там прибор, интернет скоростной. А вот сели на машину, но у нас зимняя резина. Резину не поменяли, потому что тоже все было закрыто. А вот сейчас открылось, ну, как-то еще не меняли. А уже тепло. А вот, ну, пришлось ехать аккуратно, ехали 100 км в час, не гоняли. А вот, и как-то туда-обратно съездили на зимней резине. Хотя это и не порядок. А здесь, в принципе, не штрафуют сейчас. Тоже было объявлено, что вот по поводу этих коронавирусных дел никаких проблем с том, что ты на зимней резине не будет. А сейчас вести с полей. Вот бравые ребята на тракторах. Вот, смотрите, сегодня я вам показываю, но рассказать мне нечего. Я, честно говоря, не знаю, что сейчас они делают. То есть ездит трактор, у него сзади какой-то прибор. Вот. Потом вы сможете посмотреть, остановить, кто захочет, что за прибор, я его покажу. И, соответственно, задание. У нас уже добрая традиция таких творческих заданий. Кто разбирается в таких тракторных сельскохозяйственных делах, что именно сейчас делает эта машина. То есть, что это за сельхозоперация. Вот. Он целеустремленно, упорно катался, все поле, так сказать, обработал. А вот что он делал, я не знаю. Надеюсь, вы расскажете. Ну, это наше село. Вот он работает.
То есть на этом поле посмотрим, что будет. Там одно поле уже есть с пшеницей. По идее, на этом поле должна быть кукуруза, но увидим. Ну вот, утки туда-сюда, взад, вперед, туда-обратно. И обоим нам приятно. Вот. Это детская загадка была, называлась «Качели». Вот. Что с зимней резиной? У нас две машины, и на обоих машинах вот эта проблема зимняя резина мы не поменяли на летнюю. Дело в том, что раньше у меня в гараже были колеса, я их сам менял без проблем. Мы с сыном там брали домкрат, все меняли. Потом я в какой-то момент решил, аккурат в прошлом году, ну, доколе можно, зачем это нужно, надо все это хранить прямо вот на фирменных сервисах, туда приезжаешь, и заодно тебе делают вот ежегодный техосмотр по весне, и тебе заодно и колеса там поменяют. Вот. Ну, естественно, попали под коронавирус. Ну, теперь назначил, вот на следующей неделе поеду в обе фирмы, одна у меня Mitsubishi, другая BMW. Ну, соответственно, поеду менять колеса и проходить технический осмотр ежегодный. А что делать? Потому что уже, в принципе, жарко. Вот сегодня было плюс 25. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!